Тема сегодняшнего занятия – построение трех проекций группы поверхностей. Обращаю ваше внимание, что начиная с сегодняшнего занятия и далее все изображения вот здесь поверхностей и прочих других тел, которые мы будем рассматривать, они имеют свои размеры. Поэтому строится задание строго по размерам. В задании дано два вида. Дано вот оно, два вида. Вид горизонтальный и фронтальный. Здесь представлено две поверхности. Первая призма шестигранная, вот эта призма, на которой сверху установлен конус. Вот этот конус здесь мы видим. Требуется определить проекции наложенного сечения и показать видимость, и определить натуральную величину сечения. Кроме поверхностей, у нас еще здесь имеется линия сечения. Она представляет собой фронтально проецирующую плоскость, которая вот под углом таким 150 градусов проведена. И для того, чтобы ее провести, то тоже необходимо что? Отложить необходимый размер и под этим углом, который указан, провести вот эту плоскость. Работа начинается с того, что необходимо сначала построить третью проекцию. Здесь особо сложного ничего нет. И строится эта проекция как? Путем построения характерных точек. Давайте мы так точно с вами и поступим. Но мне здесь в автокаде, наверное, немножечко будет легче. Я воспользуюсь вот таким способом. Я скопирую вот эту проекцию на горизонтальной плоскости, перенесу ее сюда и поверну дальше. Поверну на угол 90 градусов. Вот таким путем. А затем выровняю ось так, чтобы она совпадала у меня с проекцией. Вот такая проекция будет совпадать. А теперь проведем линии связи. Горизонтальная и вертикальная. Значит, я для этого специально возьму красные линии и выберу здесь инструмент вот такой. Построение прямой бесконечной линии. И здесь выберу сначала горизонтальные линии. И горизонтальных линий связи нам надо провести одну, вторую и третью. Больше нет необходимости. Теперь вертикальные линии связи. Проведу их отсюда. Да, вертикальная линия связи одна. Здесь касательная, ось у нас уже есть, потом еще одна касательная и еще одна. Вот, собственно, все линии, которые нам нужны для построения третьей проекции. А теперь построим непосредственно саму третью проекцию. Здесь у нас будет прямоугольник. Обратите внимание, что на этой проекции у нас ребра нет вот этого, а здесь она будет. И что расстояние здесь у нас здесь получается меньше, да, чем расстояние здесь. И дальше проведем еще вот здесь. Линию связи сюда и сюда. Вот, собственно, и все. Эти линии связи, что у нас были, то мы уберем, поскольку они нам больше нужны не будут. Все, убрали. Теперь переходим непосредственно к построению самого сечения. Для того, чтобы построить, то надо рассмотреть не случая, а сначала две части сечения. Первую часть сечения мы построим, это сечение призмы. А потом рассмотрим построение сечения конуса.
Для построения сечения призмы нам достаточно на каждой грани иметь две точки. Когда мы будем иметь две точки, то в пределах грани у нас сечение будет представлять собой прямую линию. А вот когда будем строить сечение конуса, то этого двух точек будет недостаточно, поскольку сама линия пересечения будет у нас представлять собой не прямую, а какую-то кривую. И чтобы ее построить, то надо иметь несколько точек, что мы и сделаем. Ну, давайте сначала мы определимся с призмой, а потом будем строить уже на конусе. Значит, для того, чтобы построить, надо обязательно обозначить точки. Значит, эти точки я подпишу их цифрами. Это будет точка 1, проекция 2. Это вот эта точка. Дальше здесь это будет точка 2, проекция 2. Это вот эта точка. Дальше точка 3, проекция 2. Ну, здесь точка будет 4, проекция 2. И точка 5, проекция 2. Точка 5, проекция 2. Так, потом дополнительно, сразу я уже поставлю и обозначу. Значит, у нас, ну, чтобы было понятно, давайте эти точечки мы так их обозначим, чтобы они были видны. Это будет точка, ну, это, наверное, зажирновато, да, сделаем ее потоньше. Вот так вот. Обозначаем эти точки, чтобы мы не путались. Вот эта точка будет здесь. Потом еще точка вот будет здесь. Дальше точка, что мы обозначили здесь. Точка, что мы обозначили, пятая, будет здесь. Но для построения сечения на призме нам достаточно точек. А вот для того, чтобы построить конус, то мы уже сказали, что мало. Проведем дополнительно плоскость вот таким вот образом. Одну. И проведем плоскость дополнительно сечения вторую. И здесь еще дополнительные точки вот обозначим. Это будет точка у нас здесь и точка здесь. Ну, обозначим их, чтобы мы не путались. Так, это 5, это будет точка 6, проекция 2. И эта точка будет у нас 7, проекция 2. Ну, плоскость здесь обозначим, там, допустим, P, проекция 2. Ну, и плоскость еще обозначим, допустим, M, проекция 2. Все. Все необходимые обозначения мы произвели. Теперь необходимо эти точки построить и здесь, и здесь. Для этого, опять же, мы воспользуемся вот таким же методом, который мы с вами делали. Значит, вот этот вид нам будет уже не нужен. Нам понадобится другой вид потом. Проведем линии связи. Опять же, как мы проводили. Линия связи вертикальная. И проведем их через точки. Через все точки, что у нас есть. Так, здесь, здесь и здесь. Все, провели. Теперь эти точки обозначим и подпишем. Значит, я советую делать это очень внимательно, да, поскольку от этого зависит правильность нашего решения дальше. Ну и давайте будем разбираться. Точка 1 у нас находится где? Очевидно, что на этом ребре, вот она находится, это точка 1. Дальше точка 2. Точка 2. Она находится у нас, соответственно, вот на этом ребре. Да, видите, на этом ребре. Так, одна точка. И посмотрите, здесь еще будет такая же точка 2, вот здесь снизу располагаться. Вот она будет еще одна, да, тоже 1.
Дальше, теперь точка 3. Сначала на призме, где она будет располагаться, это точка 3, она будет располагаться вот здесь. Такая же точка будет у нас вот с обратной стороны. Но теперь мы про призму забыли и говорим про конус. На конусе тоже такая точка будет. Вот она будет находиться здесь. И с обратной стороны конуса тоже здесь. Так, дальше точка у нас, которую мы провели 6. Где она будет находиться? Ну, пока трудно сказать, да? А для того, чтобы сказать, где она будет находиться, то давайте подумаем, что будет, когда мы рассечем плоскостью наш конус и посмотрим сверху. Мы будем видеть окружность, да? Окружность какую? Вот такого радиуса, да? Это 18 миллиметров. Поэтому построим сначала здесь окружность радиуса 18 миллиметров. И теперь будем искать точку 6. Точка 6 должна лежать вот здесь, на этой окружности. Здесь и с обратной стороны то же самое. Дальше, точка 4, да, 4. Мы ее не обозначили, да, плоскость. Ну, тоже давайте обозначим плоскость. Она будет лежать на окружности радиуса вот такого. Это окружность 17 миллиметров, да. Проведем эту окружность 17 миллиметров. И будем искать сейчас точку. Точка 6. Так, 3 у нас была, 6 была, это 4 будет, да? Точка 4 будет находиться здесь. И с обратной стороны тоже. Вот здесь. Дальше, точка 7 будет лежать на окружности радиуса 15 миллиметров. Проведем эту окружность радиусом 15 миллиметров. И смотрим, где будет точка 7. Вот она будет здесь находиться и здесь, соответственно, находиться. Вот так. Ну и последняя точка осталась. Вот посмотрите, она будет лежать у нас на окружности радиуса вот такого, 13,5, да? Ближе к 14. 14. И где она будет находиться? Ну, очевидно, что будет вот здесь находиться. 1. Вот точки мы все и обозначили, да, все, что необходимо. Остается это все соединить. Ну, прежде чем соединять, то давайте вообще-то соединим и подпишем, да, прежде всего, чтобы мы потом не путались. Значит, сначала давайте подпишем. У нас здесь вот эта точка, что получилось, это будет точка 1, проекция 1. Дальше вот эта точка 2, проекция 1, и это тоже 2, проекция 1. Дальше вот эта точка, это будет 3, проекция 1, и это тоже 3, проекция 1. На конусе это будет у нас вот здесь 3, проекция 1, и на конусе будет 3, проекция 1. Дальше следующая точка, это будет 6, это будет 6, проекция 1, и противоположная тоже 6, 1. Дальше следующая у нас, она по номеру 4, да, идет. Следующая, значит, будет у нас вот эта точка 4, проекция 1, и здесь 4, проекция 1. Дальше вот это 7, следующая точка, это будет у нас вот здесь 7, проекция 1, и вот здесь 7, проекция 1. Ну и последняя у нас осталась 5. Вот эта точка будет у нас 5, проекция 1. Вот, в принципе, все точки мы поставили. Все точки мы поставили, и осталось что? Соединить полученные точки. Ну, мы сначала сделаем что? Мы сначала построим все эти точки
построим на виде профильном, а потом уже будем все соединять вместе. Ну, чтобы построить, то мы это сделаем так. Мы выделим весь вид, его копируем, переносим сюда и поворачиваем. Для этого мы его что? Выделяем, поворачиваем, ну, выбрали, указали и написали 90. Вот повернулось он все. Так, теперь только единственное, мы его выровняем, чтобы оси совпадали. Ну, то есть эту поместим вот сюда, вот в эту точку. Так, и теперь мы проведем линии связи, горизонтальные и вертикальные. Ну, точно так же, как мы делали в прошлый раз, мы горизонтальные проведем. Ну, горизонтальная у нас будет вот одна точка, раз, вот будет, ну, через все, то есть проводим вот через эту, по очереди, провели. Теперь еще проведем линии вертикальные. И тоже через эти все точки. Ну, вот здесь проведем раз. Дальше вот эту. Здесь. Важно ничего не пропустить. Так, все. Закончились точки. Теперь давайте их проставим уже на виде профильном. И ищем. Только смотрим это внимательно. Да? Вот точка 1 здесь. Да? Вот ее линия связи. И точка 1, вот она линия связи. Значит, она находится вот здесь, в этом месте. Дальше. Точка 2. Вот ее линия связи. И пока мы говорим про призму, точка 2 вот тут. Значит, находятся эти точки у нас вот здесь. И вторая вот здесь. Так, точка 3. 3 про призму. Вот она сюда идет. И на призме точка 3 находится вот здесь. Да? Вот тут получается наша. Вот линия 3. Вот линия 3. Здесь и здесь. Теперь точка 3 на конусе. Да, вот она, та же линия идет. И на конусе точка 3. Вот она здесь находится. Да? Вот она 3. То есть она будет вот тут. Раз. И это будет с обратной стороны здесь. Так, теперь смотрим. Точка 3. Потом точка 6 у нас идет. Точка 6 идет у нас вот эта крайняя линия. И здесь она вторая, да, получается. Это 1. 1. Так, дальше. Точка 4. Идет, вот ее линия идет. И точка 4. Вот она идет. Вот эта линия, да. Так, смотрим, где это будет линия. Точка 4, вот она, да. И точка, смотрим, и 4, и 6 на одной вертикальной линии, в принципе, находятся, да. 4 и 6. То есть она будет вот тут находиться, да, получается. Это 1. И вот это 1. Так, дальше. Точка 7. Точка 7. Вот ее линия здесь крайняя вот эта.
И здесь она, вот она, да, вот здесь будет точка 1, то есть точка 7 и точка 7. Ну и точка осталась наша 5, вот ее линия, вот ее линия, вот эта точка будет у нас 5. Вот так, да, ну давайте сразу их подпишем, для того, чтобы мы четко себе представляли. И подпишем их так. Ну, начнем. Вот это будет у нас здесь точка 1, проекция 3. Здесь у нас точка вот внизу 2, проекция 3. Ну, с обратной стороны я не буду подписывать, они аналогичные номера имеют. Это 3, проекция 3. И это тоже 3, проекция 3. Дальше вот это у нас получается 6, вот это 6, проекция 3. Так, вот это 6, да? Это 3, проекция 3 вот тут, это вот 6, проекция 3, и тут, ну, рядышком, да, получается. Ну, я сверху подпишу. Вот это будет 4, проекция 3, на 4, проекция 3. Ну, и дальше вот это будет у нас точка 7, проекция 3. Ну, вот тут 7, проекция 3. И самая верхняя будет 5, проекция 3. С правой стороны аналогичные точки будут. Все, построили. Ну, теперь осталось что сделать? Вот это все. Нам линии связи удалить. Они нам уже больше не нужны. И осталось посоединять точки. Так, вот этот вид нам тоже не нужен. Вид не нужен, вот это тоже не нужно. Теперь осталось посоединять само сечение. Ну и давайте мы это выделим его таким красным цветом, да? Красным цветом, чтобы было видно наше сечение. Так, основной. Ну, возьмем толстый, но цвет ему назначим красным. Вот так. И теперь будем строить. Здесь линия сечения идет отсюда и до сюда. Да, все. Но больше ничего здесь нет. Здесь линия идет так. От точки 1 до точки 2, до точки 3, до точки 3. С обратной стороны тоже. От 1 до точки 2, до точки 3 и до точки 3 на конусе. Теперь на самом конусе. Для этого мы возьмем линию вот такую и построим. Значит, точка так, так идет дальше, так. Вот мы это сечение здесь построили. Теперь построим здесь его, это сечение. Это будет у нас, вот начиная с этой точки. Раз, сюда, сюда и сюда, и до сюда. Теперь тоже построим здесь отсюда до сюда, сюда и сюда. Так, теперь, смотрите, до точки 4, да, то есть до этой точки, у нас будет видна, да, линия, а дальше будет не видна. Поэтому нам же требуется построить с учетом видимости, поэтому мы построим вот так, до точки 4, вот с этой точки, до этой и этой. Один кусочек, дальше еще один кусочек отсюда до сюда, до сюда и до сюда. Это будет видимый, и дальше мы сделаем его
а пунктирным. Это пунктирный будет кусочек у нас вот это и это. Вот. Ну, немножко масштаб, наверное, не очень хорош, то мы его поправим. Поставим масштаб. Чтобы была эта пунктирная линия видима, да? Вот так. Вот пунктирная линия. Так, не совсем она немножко у нас красива, да? Мы ее подвинем чуть-чуть. Вот так. Чтобы вот она была правильная. Все. Теперь осталось нам, ну, может быть, что заштриховать. Давайте заштрихуем то, что у нас получилось. Штриховка. Ну и что у нас тут надо заштриховать? Ну, вот это получается, вот этот кусочек, вот эти все кусочки, ну, включая вот эти маленькие внутри, да, все. Вот все наше, что мы здесь заштриховали. И с этой стороны точно так же заштрихуем. Да, все. Сечение мы построили. Теперь осталось определить натуральную величину этого сечения. Вот то, что мы видим здесь, да, 3 проекции сечения, ну, конечно, это не натуральная величина. Как его построить? Воспользуемся методом перемены плоскостей проекций. Для этого мы проведем новую плоскость проекции так, чтобы она была параллельна вот этой линии сечения. Я, видите, специально выделяю и обозначаю саму линию. Раз, копирую. И точечки тоже. Вот я ее перенес параллельно, вместе с точками. Теперь мне надо провести линию, которая будет у нас перпендикулярно идти. Перпендикулярно. Поставлю нормаль, вот сюда перенес нормаль. Ну, тип линии здесь сделаю по слою. Вот так. Вот. И цвет сделаю черным. Чтобы в дальнейшем было. Вот так. И теперь я эту линию копирую и переношу. Ну, возьму центральную точку вот сюда. Так, это мы удалим. Теперь возьму, ну, красный, построение красный. Так, и построю. Дальше что? Расстояние по горизонтали я возьму вот здесь. Ну, точка 1, тут уже что? Расстояние, вот она. А дальше я их померю, да, эти расстояния. Расстояние померю. Значит, это расстояние у меня будет вот оно, да, отсюда до оси. Отсюда и до оси. У меня получается 26, да? Значит, отмеряю здесь вот так. 26. Раз. И вот здесь, соответственно, тоже в этом направлении 26. Дальше здесь 26. И вторую проведу вот здесь. Тоже 26. Дальше померим. Ну, они у меня вообще должны быть одинаковые, да, получится. Сейчас мы посмотрим. Вот этот длинноватый, да? Ну, мы тогда их вот так сделаем, скопируем. Вот эту сюда и скопируем
вот эту. Сюда, по 26. Ну а дальше померим здесь, какой размер получается. Вот этот. От этой точки померим до сюда. 15, да, миллиметров. Значит, отмеряю 15. Так, и такой же отрезок противоположностью. 15. Есть. И все. Значит, это все, что касается у меня получилось сечение на призме. Поэтому я могу сейчас смело это все соединить. Соединяю. Так. Так, дальше. Это 3,1. Это у меня тоже получилось. Так, этот кусочек. Вот тут еще вот этот 3,1. Он и здесь же еще, да, должен быть. То есть, вот смотрите, 3,1 это я вот это отметил, 2,1, 2,1, 2,1, 3,1, это вот одну точку, вторую точку, а вот эту 3,1 еще не отметил, да, она будет вот такого же размера, да, у нас получается, нет, не такого, да, такого размера будет 3,1, вот как здесь, то есть, ну, я ее, это у нас точка 1, это точка 2, это точка 3, да, точка 3. Ну, поэтому я ее перенесу, вот она должна быть здесь, ну, целиком перенесу сюда. Это одна касалась у нас, касалась непосредственно призмы, а вторая касается уже конуса. И вот видите, конец здесь, это уже точка, вот эта вторая, это вот эта вот точка. Ну и теперь вот здесь, где 6, померю здесь это расстояние 16. То есть вот она точка 6, и сюда отложу 16. И аналогично с противоположной стороны 16. Так, теперь померю дальше 6, вот тут где 4 точка, а здесь, ну, тут 16, а там, наверное, чуть меньше, да, было? Нет, тоже, да, 16, да, получается. Так, отмеряю 16 и отмеряю 16. Так, и 16, 16. Так, дальше следующую измеряю, вот эту точку 7. Это будет у меня, вот она, 13 размер. И следующую измеряю 13. Так, все. Точка 5, вот она в конце одна единственная находится. Это мы удаляем, это мы удаляем. Вот. И теперь нарисуем линию уже кривую. Значит, она должна идти у нас вот от этой, вот где ее конец, да? Она должна идти отсюда, вот от конца сюда, сюда, сюда. И вот здесь. Все, ну эти линии можем поудалять теперь, что мы строили. Они нам уже не нужны.
Эти линии тоже. Вот. И что мы сделаем? Заштрихуем, да. Заштрихуем, так как штриховали предыдущую. Значит, заштриховать мы должны, сделаем, заштрихуем тонким, чтобы был толщина у него 25. Вот так. Так. Вот. Заштриховали. Замкнутый контур не хочет определяться. Вот он определился. Вот, собственно говоря, и все решение нашей задачи. Все, что здесь стояло, то мы с вами выполнили.